Ну что ж, привет, друзья, возвращаемся на канал. Давно не виделись, давно не общались, давно ничего не снимал. Как вы уже понимаете, сегодня цвет настроения красный. Что-то я такое сидел, нет-нет, да и решил, а чего вам не показать, собственно, мои успехи или неуспехи в Арсенале и рассказать вообще, как прошел полсезона и, в общем, вот. Поэтому этот ролик сегодня будет не про Динамо, сегодня будет про Арсенал. Нет у меня настроения играть за Динамо, честно скажу, там надо сыграть в межсезонье, и я к компьютеру не подходил уже 2 недели. Ну, не знаю, как-то что-то вот сейчас так. Понятно, что оно появится, ну вот пока зато есть желание побегать за Арсенал. Немножко надоело, наверное, играть вот за эти команды, где ты никогда не увидишь в своей команде никого топового уровня, да, там, ну, понятно при этом, что играть за Реал Мадрид там или за денежных мешков, хотя кто-то скажет, что Арсенал тоже денежный мешок. Ну, я к чему, что за денежные мешки играть уже совсем не интересно. За Арсенал был вызов интересный. Я тем, кто давно на канале и кто смотрит его ролики, знают, что я эту карьеру веду. Я там спрашивал, что делать, снимать, не снимать. И вот сегодня я расскажу просто... И сыграем, да, один матчик. Это будет ответная игра с Вулверхэмптоном в Кубке страны. Там в первый матч мы сыграли в ничью на выезде 2-2. Понятно, что Кубки я все играю вторым составом. Ну, в целом, почему, во-первых, интересно было за Арсенал? Да, я болею за Арсенал там с каких-то незапамятных времен. Это номер один вопрос. Второй, сейчас сложные времена как в реальной жизни, так и в ФМе. За Арсенал не просто играть. Третий, меня почти уволили с команды. Это было прям на волосок. И спасся я в том числе тем, что продал Леказета. И, короче, там по результату я, чтобы вы понимали, шел какой-то момент 14-м, 10-м, но при этом, да, отрыв до там 4-7 места не такой уж был и большой. Причем задача руководства была попадать в Лигу Европы. Она неизменна, в принципе, эта задача. И так выходило, что я туда не попадал, и меня должны были уволить, по идее, вот где-то когда полчемпионата проходит, ближе к зиме, они там принимают это решение, потому что потом выскакивало сообщение о том, что они приняли все-таки пока повременить и не увольнять. Сейчас мы видим, что общая оценка работы Б, то есть четверочка, это хорошо уже на самом деле, потому что было такое, что меня уже почти. Основная проблема моя какая была изначально? Я же себя как тренера не ставил там супер прошлое. И поэтому игроки, все эти якобы суперталантливые арсенальские бойцы, они меня не ставили ни в грош, не ценили, не считали вообще достойным быть их тренером. Поэтому, как мы понимаем, из-за этого там любые мои попытки мотивировать их только негатив вызывали. В какой-то момент дважды мне приходилось разговаривать с командой на предмет «дайте мне еще там время». Ну, плюс у нас и игра не шла, и они еще из-за этого не ценили меня, скажем так. Сейчас, да, сейчас мы играем в зрелищный футбол, в атакующий, каких-то там... да, пару игроков я во второй состав купил до 18 лет. В рамках бюджета, да, вышли из группы Еврокубка, вышли. Пока что квалифицируемся даже в Лигу чемпионов. В финале Кубка Карабау будем играть с нашими заклятыми друзьями из Лондона. Собственно, с петухами. Ну, вы поняли, да? И, собственно, вот как-то так. Покажу вам трансферы. В какой-то момент я понял, в чем проблема. Проблема в составе. Да, хотя команда уже начала в какой-то момент вроде и играть, но проблема в том, что все, я понял, нахрен надо, нужно этих игроков просто гнать за шеи. И, в общем-то, вот как и что происходило. Ну, понятно, вот эти Монреал, это те, кто ушли, да, там, в начале сезона, это и так всем известно. Давайте, наверное, начнем с тех, кого я уже выгнал и кого еще хочу. Так. Эльнини, понятно, нам не нужен. Мхитарян в аренде. Так, ну где тут уже... Боже, это столько игроков за сезон ушло из команды. С ума сойти. Да, продан Мустафи за 28 миллионов, тот самый Вулверхэмптон, против которого сейчас будем играть. Не видел я, чтобы Мустафи показывал какой-то класс.
Да, Сократис Папастатопулос продан был, на самом деле, в какой-то момент он начал реально хорошо играть. Но я решил, что все, хватит, 31 год. Джака, вообще не понимаю, что делает в команде уровня Арсенала, если вы хотите быть, ну, топ командой. То есть продан нафиг. Про тех, кто там не топовые, не интересно. Да, Мавропанос не увидел я, каким образом он может стать основным игроком в команде. Там, ну, до свидания, 22 года за 16 миллионов. А теперь из интересного, кого же я все-таки кое-как позвал. Как вы понимаете, линия защиты — это самая больная линия, которая в реальной жизни Арсенала — это боль. Именно туда и требовалось кого-то искать. Оказалось непростой задачей. Ребята, допустим, из Боруссии, защитники Канате и второй там, я уже не помню, Упоминачи или как его. Ну, по скиллам вроде бы смотришь, не такие они и крутые. Да, у них хорошая перспективы роста. Слушайте, ну чтобы вы понимали, знаете, за сколько Боруссия продает что одного, что за второго? По 200 миллионов долларов. И я уже почти отдал эти, на самом деле, деньги за Канате, но потом решил, что нет, 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 ну в баню. Это перебор. Итак, Луис, да, пока в команде. Киран Тирни, это известно и так, он в межсезонье к нам пришел, понятно, парень хорошо играет. Николя ПП разыгрался на правом атакующего игрока, да, 93 миллиона. Дани Сибалес, действительно игрок основы у меня сейчас играет АПЦ. Хочу его продлить на аренду, но как-то Мадрид не идет на это, жаль. Тиаго Силва, это была моя первая покупка перед еще началом карьеры, ну, перед сезоном. Ну так, закрыть дыры. Я надеялся, конечно, что он будет посильнее играть, но есть как есть. А теперь, поскольку Леказет вообще мне не показывает того футбола, который я от него ждал, и Леказета я пытаюсь продать, то был куплен вот этот парень, Адсон Эдуард, из Селтика. По-моему, очень такой нападающий крепкий. В играх не в чемпионате играет в основе, забивает регулярно. Парень пришел к нам за 48 миллионов, уже стоит 60, понимаем. Ну, тут молодежь, это я накидал в резерв. А вот что где и вырастет. Алессандро Сало из Милана. Ну, как-то так. Не факт, что, конечно, что-то из этого вырастет, но попытка не пытка, как говорится. Да, и тем более руководство из-за этого немножко более лояльно на меня смотрит. 19-летний парень, в принципе, нет-нет, да и когда-то какую-то дыру закроет. И как бы вы уже видите, наверное, да, два оставшихся трансфера в ту самую зону, откуда я продавал игроков. Первый — это Жером Ангуэн. Только недавно видел на канале, смотрел ролик у Киркланда, по-моему, за Монако, и он играл против ПСЖ. Увидел в составе ПСЖ вот этого игрока и сказал: боже, кто это? И, ну вот, да, так получилось, что именно его я вчера буквально приобрел. Приобрел за 22 миллиона. Пока парень играет немного, но хорошо. Надеюсь, что перспектива роста есть. Пытаюсь сейчас, опять же, вот, кстати, я хочу вам рассказать момент такой. Пытаюсь брать игроков с решительностью от 15. Смотрел интересное на англоязычном ютубе. Какой-то парень делает эксперименты регулярные там, да, со скиллами, условно говоря, берет команду, понижает у нее один скилл у всей команды, все остальное не трогает, и прокатывает сезон, к примеру, или несколько сезонов. А потом делает то же самое, только этот скилл до максимума ставит и показывает разницу, как, насколько разница в результатах у этой команды. Там, опять же, он брал самую, там, ставил все скиллы единицы, а против него ставил такую же команду, там, все скиллы 20, да, ну, к примеру. Суть-то в чем, я к чему? Я так, конечно, поперек, опять же, у меня знание английского очень слабенькое, но, тем не менее, поперек я глянул. И вот по поводу решительности, наверное, и вправду это очень важный скилл. Я раньше на него никогда не обращал внимания, сейчас как-то вот мыслишки идут в ту сторону, что да, решительность действительно позволяет игрокам прогрессировать, в сложных ситуациях биться до последнего, ну и прочее. И у меня была уже паника, я не успевал, мне казалось, вот январь заканчивается, закрыть дыру в центре защиты. Мне не хотелось, чтобы играл Силва и
Боже, кто там наш бразилец поклатый? Короче, чтобы они не играли вдвоем в центре защиты, потому что на старте сезона я именно эту пару видел основными, и пропускали мы до безумия много. И вот кого неожиданно из Мадрида я смог урвать игрока. Ну, как вы понимаете, Варан, и тут говорить больше нечего. Это топ-игрок, вот таких нужно, по идее, приобретать в Арсенал там регулярно. Да, решительность 12, но как бы и не так уже все плохо. Тем не менее, это по поводу, я вам показал по поводу наших трансферов, такой более разговорный сегодня ролик. Кому интересно, все равно посмотрим, да. А теперь переходим, собственно, к тому, что происходило в чемпионате и происходит, а потом уже играем матч. И вот что мы видим. На сегодняшний день в чемпионате страны мы идем третьими. Манчестер и Ливерпуль и Сити, вот, да, вот наша четверка, там Тоттенхэм, Эвертон. Ну, видим, что до 10 места вот 6 очков, то есть можно так вот скокнуть. На вылете пока Ньюкасл, Бернли и Астон Вилла, хотя Ньюкасл в последние игры там распсиховался и выносит вперед ногами всех из верхней части таблицы и почти уже спасается, да. Ну, это я вам рассказал. Вот здесь наш следующий матч в Еврокубках — это раунд плей-офф с Гетафе. А теперь рассказываю самое интересное. Кстати, да, вы видите вот здесь позиции в чемпионате, да, видели, как там это все плясало. Давайте глянем с начала сезона, что происходило. Понятно, товарищески неважно. Потом начинается сезон, победа над Норвичем, и вот поражение от Ньюкасла. Ничья. Победа над Шеффилдом еле живым. Ну, в Еврокубках понятно, там было попроще. Поражение от Ливерпуля 3-1. Кое-какая победа над Бернли 3-0. Неожиданно тоже, кстати. Спасался я, наверное, от увольнения еще тем, что успевал в Еврокубках эти победы брать, и немножко там мотивация. Потом МЮ, который, чтобы вы понимали, МЮ весь сезон шел настолько первым, что вообще казалось, ну, борьбы не будет, они выносили всех вперед ногами. Потом ничья с Бормутом, ничья с Челси. Кстати, да, ничья с Челси. И уже тут у меня были очень серьезные проблемы. Норвич, поражение от Вулверхэмптона. Ну, понимаете, когда я шел по чемпионату, ну, очень слабо. Кое-какая победа над Уотфордом, ничья. Лугано там этот 1-0 уже победили. Победа над Лестером, тут же поражение от Эвертона. Победа над Вестхэмом. И да, и вот, по-моему, где-то здесь примерно я поменял тактику там. И мне казалось, что все идет к увольнению, будет жопа. Но смотрим, победа над Вестхэмом 3-0. Противостояние с Тоттенхэмом, победа 3-2. Астон Вилла 3-1, ничья с Ман-Сити, который, ну, безумно крепкий. И вот тут самый сложный после вот этого матча, мне сказали, что все-таки меня не будут увольнять. Победа над Челси 5-0. 5-0. И смотрите, что происходит дальше. Мы выходим на игру с Манчестер Юнайтед. И давай, до свидания. Получаем 4-1, получает Манчестер от нас. Бернли 5-1, Бормунд 3-0, ничья с Ман-Сити. Ну, то есть, конечно, прошлись мы по топовым командам очень хорошо. Кое-как видим, да, победа над Ньюкаслом, который упирается до безумия. Ну, вы понимаете, вот эти игры в Евкубках, это играет второй состав, поэтому результаты как бы не такие, как могли бы быть. И так и будет дальше. Все-таки кубки мне эти не столь важны. Нужно, чтобы готовы были основные игроки к матчам в чемпионате и потом там в будущем в Лиге Европы где-то на финальных стадиях. А может даже уже и на этих стадиях. И, короче, да, я спасся, и мы возвращаемся вот сюда. Я вам еще раз хочу показать. Смотрите, что сейчас происходит. Ливерпуль уже в 3 очках от МЮ. А дело в том, что Ливерпуль хлопнул Манчестер Юнайтед. Перед этим хлопнул Ньюкасл и мы. То есть, ну, по-моему, Ньюкасл, если мне память не изменяет. Сейчас мы по-быстрому или не по-быстрому посмотрим, что там было. Ну, вот иногда не понимаешь, почему игра в каких-то местах просто берет и говорит до свидания. Так, расписание, смотрим. Ну вон, видели, да, Ливерпуль, Спёрс, то есть, ну, получили под хвост в последних играх МЮ, неожиданно, непонятно. Началось все вот у них здесь, наверное, от нас, падение в чемпионате, да, потом там кубки, это не важно, вроде бы рядовые победы над Вестхэмом и Лестером, и тут получают они от Эвертона, получают они от Ливерпуля,
То есть, и как бы, знаете, в чем прикол? Я смотрю на таблицу и понимаю, что да, я не хочу даже замахиваться этими словами про то, чтобы Арсенал в первом сезоне поборется за чемпионство, потому что еще 2 месяца назад, ну, игровых месяца, меня почти увольняли из команды, а тут я реально вижу, что в принципе мы еще можем и вцепиться за борьбу за первое место. Хотя, конечно, это будет очень сложно. А теперь давайте перейдем все же к игре, сыграем, посмотрите и вы, и я. Играет второй состав, вот примерно в таком виде, это наша основа. Только здесь играет Тирни слева, либо Калашинец. Это примерно вот основной состав. Все, я окончательно определился, что Гендузи и Торрейра будут играть в центре поля, и пусть так и будет. А теперь по старой традиции мы даем, а я принципиально даю играть игрокам в кубках, игрокам второго состава, так называемого. Почему? Потому что, ну, во-первых, да, чтобы не заныли не за это самое, не загрустили. Во-вторых, ну, как бы, а почему бы нет? Да, и здесь у нас не Леказет, конечно, играет в основном составе, но сегодня пускай будет Леказет, бог с ним. Но он не показывает игры, которую я от него жду. Играют разные парни молодые, может кто-то и вырастет. Вот тот же Мартинелли меня очень радует на самом деле его игра. И Мартинелли играет в основном составе, чтобы вы понимали. То есть вроде бы у меня на левую позицию нет супер хорошего игрока, да, там справа есть Пепе, или Пепе, а слева нету игрока. Но есть молодые, которые добавляют, поэтому, ну, почему нет, почему не дать парням возможность действительно. Мейтленд Найлс, да, Мейтленд Найлс. Ладно, Найлс остается в составе, вместо Бильерина кого-то надо, а некого, значит, Найлс не остается. Да, немножко травмы тут подкосили наших игроков. Калашинец был бы сейчас в основе, но видим, да, там не готов он к игре. Итого вот такой примерно состав. Мартинес, Тирни, Тиаго Силва, Ангуэн, Мейтленд Найлс. Гендузи Торрейра нет, это так не будет, извините, тут я забыл просто. Так, надо подумать, надо подумать. Вот у нас уже и сюда не очень-то хватает игроков, но есть мыслишки. И Чамберс получил травму, блин, дисквалификацию и травму одновременно. Вот так вот он делает. Окей, тогда будет Сибальес, наверное, все же сделаем мы вот так. Объективно Виллок слабый игрок, я не вижу, почему он вообще находится в составе команды, но Азилу дадим поиграть, он там тоже после травмы не так давно, но тем не менее. Вот, Виллок, Сибальес, Леказет, Месут Азил, Нельсон, Эдуард. По поводу тактики, наверное, сейчас, пока тут игра будет загружаться, я еще расскажу. Как бы было изменение. Во-первых, я точно отказался от владения под контролем. Херня это ваше владение. Почему в этом FM оно не работает? Во-первых, очень четко видно, что в данном FM, и это вы уже сами, я думаю, заметили, игроки с большой скоростью и с хорошими скиллами, даже просто с большой скоростью рвут и мечат. То есть здесь, соответственно, при владении против быстрых команд с быстрыми игроками будут всегда огромные проблемы, потому что они просто будут убегать, создавать, забивать. Но дело не в этом. На самом деле просто оно не работает, не так работает, скажем так, как работало в 19-м FM. Если бы работало так же, то ну, зачем что-то придумывать, играли бы во все тоже. По поводу данной тактики, данной схемы, я не буду скрывать, я на самом деле лажу по иностранным форумам, там немножко где-то смотрю, я порядка 10 тактик перепробовал. Полностью все пробовалось не на Динамо, а только на Арсенале, да, в том числе вот меня, возможно, из-за этого почти уволили в поисках, но тем не менее, да, это тактика заморская, большую ее часть настроил, то есть какой-то парень за рубежом выложил это, и мне пока, в принципе, понравилось. Интересно работает, вертикальный футбол с огромным прессингом, очень сильно и много зависит в этой тактике от крайних защитников, они постоянно подключаются, навешивают, простреливают,
Здесь у него был не инсайды, по-моему, или один инсайд, второй не инсайд. Я их сделал инсайдами, чтобы все-таки они уже полноценно уходили в центр, а здесь оставалось место для вот этих крайних защитников. В принципе, по центральным защитникам все как и у меня было. Один созидательный защитник в обороне, второй центральный защитник в подстраховке. Вот. Ну, два опорника, АПЦ все как всегда, такой непонятный человек, который вроде бы присутствует, а вроде бы как все время хочется, чтобы он играл больше, то ли забивал больше, то ли бил больше, и что-то ставишь там, настраиваешь, и как-то все равно, ну, как-то так. Вот, поэтому пока что вот так, ждем мы, пока начнется матч. И вот матч начинается, 4-й раунд, переигровка против Вулверхэмптона. Вулверхэмптон интересный, крепкий соперник. Не забываем, что в начале сезона они нас хлопнули в чемпионате, то есть нашу основную команду. А мы понимаем, что здесь и сейчас я играю не основой. Долго запускается игра, я не знаю, как это работает. Слабый комп, конечно, и бывает, я играю и вообще ничего не виснет, все быстро происходит. А бывает, как сейчас, каждое действие какое-то, блядь, безумие происходит. Я уже немножко, честно говоря, немножко бесит, короче, вот я к чему веду. Да, нажал я сюда 2 раза и пропустил разговор. Заебись. Ладно, поехали, наблюдаем что-то, пытаемся понаблюдать. Начинает наша команда, Ляказет куда-то лупит, и там что-то ничего не получается. То есть атака будет в итоге не наша, а в наши ворота. Отлично. Ладно, смотрим. Я абсолютно не удивлюсь, если Вулфс нас дома накажет. Вот. По поводу, да, этой тактики, то, что я уже показывал, наступательный менталитет. Вот так она выглядит на первой вкладке настройки, да, интересно. Поставил я низкие навесы, не помню, стояли ли они вообще, но я точно их поставил, потому что считаю, что это необходимо. Да, кстати, с низкими навесами, по-моему, у меня команда стала больше забивать. Может быть, я и ошибался, то есть у меня там Абамеянг звездит и забивает в каждой игре. Я понял, что вот на Обаму-то зачем вешать? Он самый скоростной нападающий. Кстати, кто играет реально в FM-ку за топовые команды, обратите внимание на Обаму. Круто играет, честно. Даже в те моменты, когда у меня сезон не задавался, Абамеянг лупил, мама не горюй. Здесь стояло тоже выводить через защитников. Я это убрал, мне уже не нравится. Я использую, как бы, по-моему... То есть, лучше он бросит рукой туда быстро, чем будет лишний раз тут возюкаться. Ну, вот как-то так. То есть, ничего сверхъестественного на самом деле. Но много индивидуальных настроек. Я, допустим, всем атакующим игрокам по старой памяти, во-первых, да, стоит прессинг, опекать игрока на позиции, там защитника, чтобы они немножко в защиту все-таки ходили. Жестче в отборе это я ставил, более плотную опеку тоже я ставил. Ну, как-то так. Что-то еще где-то здесь по индивидуалкам. Да, всем, по-моему, я своим вот этим игрокам жестче в отборе поставил и больше прессинга, плотную опеку, ну, то есть на максимум. Потому что желтых они больше от этого получать не стали. И надеюсь, что вроде бы как, должно это влиять на какой-то лишний раз отбор, там, прессинг плотный. Вот, пока что видим, что Wolves начал игру сильно. Наверное, они играют основным составом. Я, честно говоря, не очень знаю. Ну, видел там Мутини, да, точно основной игрок. Пока они нас возят. Но как бы это игра, футбол, почему нет? Что я должен вам показывать? Только победы? Хотя надеюсь, конечно, что мы... не проиграем в этой игре. Владение 30% дома Арсенала, это на самом деле ужасно. Это ужасно. И, как вы понимаете, единственным, кем я по-настоящему могу усилить команду, это выпустить в центр поля Гендузи и Торрейру. Но не очень хочется. Почему? Потому что им играть в чемпионате скоро. Так, да, еще точно забыл сказать. Эдуард пробил сейчас головой после нашего аута. Все, что я здесь в этой тактике, опять же, сам переделывал, это все стандарты. Мои дальние ауты, по-моему, стали еще лучше, чем были. Я там еще чуть-чуть подкрутил, и
Вот так вот, Нельсон, Рейс Нельсон. Кстати, классный парень, обратите тоже внимание, наверное, не знаю, будет ли его продавать Арсенал, если вы играете за другую команду, англичанин, то есть в АПЛ, очень быстрый, он лучше играет как крайний полузащитник, не как инсайд, но у меня инсайды именно мне необходимы, то есть мне не нужно, чтобы игрок оставался на фланге, мне нужно, чтобы он регулярно бежал в штрафную, на фланге там вопрос Найлса и Бельерина. Вот, ну, соответственно, Тирни и Калашинца. Так вот, Нельсон классный, реально видно, что и перспективный, и с английским паспортом, и быстрый очень, и забивает. Ну, интересный парень. Такой, я думаю, он у меня в основе будет. Видели попытка запрессинговать. Ну, кстати, неплохо, 3 в 3 сейчас прессинговали сверху мы. Удивительная штука. Лучше играет вроде бы как Вулверхэмптон, а ведем пока что мы. Вот, момент прекрасный сейчас был. Тирни упустил своего игрока, это плохо. Это плохо. Да, начал я все чаще и больше кричать выкрики с бровки, постоянный креатив. Это один из советов. Ох, какой пас от Азила. Но Эдуард не забивает. Работает все-таки эта крикливость с креативом, однозначно. По поводу, кстати, да, я не договорил. Леказет буду продавать, не нравится, как играет. Причем ни на одной из позиций в атакующей линии он не показывает футбола. Да и в этом матче, видимо, он уже 6,5 играет. А второй продажник, которого невозможно продать, это Азил. Никто его не может, и за 15 миллионов его не покупает. А дело все в чем? Вы, наверное, понимаете, у него зарплата почти 2 миллиона. И поэтому он нахрен никому не нужен, не показывает он футбола, он полсезона был на травме, то есть я не знаю, как от него избавиться. В аренду его готовы забрать, но и то в аренду, где я буду платить ему зарплату, нахрен мне такое нужно, пусть он тогда хотя бы вон в кубке играет. Короче, как-то так. Так, журналисты, неплохо, кстати, это работает. Разговор тоже можете запоминать для тех, кто еще сам это не увидел и не понял, либо только начал играть в FM, в этот FM 20. Работает. Вот, это 2 игрока на продажу. Сибалиса я бы с удовольствием после этого себе выкупил, либо там продлил аренду. Ну и, наверное, посмотрим. Может быть, буду на следующий сезон искать атакующего левого полузащитника, ну, инсайда, да, крутого какого-нибудь уровня крутого. Вот. По защитникам я вроде бы закрыл пока все вопросы. Отличный пас на Леказета от Ангуэна. И Леказет не решает, вернее, решает не забивать. Да, все вот сумбурно рассказываю. Почему? Потому что и мыслей много, и давно мы с вами не виделись. Что-то хочется вам рассказать. Может быть, кто-то что-то услышит интересное по поводу стандартов. Понастраивал угловые, штрафные, вот эти все, где навесы там и прочее, на дальнего игрока, на дальнего, и вот, ну, по-моему, немножко лучше это стало работать. Не сказать, что супер, там, безумие какое-то, супер круто начали играть, но, по-моему, лучше. Видим, Вулфс слово совсем не сдается, как и в первом матче, показывает бойцовский футбол, на самом деле достаточно равный. Поменяю Виллока, понимаю, что, наверное, он действительно не вытягивает в этом матче. Просто не вытягивает. А вот на Торрейру или на Гендузи, наверное, все-таки на... А кто? 96, абсолютно одинаковой форме, ребята. Наверное, все-таки на Гендузи. Ну, мне нравится, парень молодой. Я четко понимаю, что Гендузи должен еще расти, тогда как Торрейра, наверное, просто качественный полузащитник центральный. И вот я хотел сказать, видели, как прессингуем мы сверху, но немножко недополучилось. Иногда получается. И, возможно, вот инсайда буду искать, если будут деньги на сезон. Второй момент, кого, ну, с огромной долей вероятности буду искать, центрального полузащитника какого-то уровня, там, Вератти, уровня топового. То есть не молодого, не на рост. На рост у меня есть Гендузи, а именно игрока хорошего, такого качественного, уже выросшего и все такое. Нельсон! Ай-яй-яй. Ну, открытый футбол показывает Вулфс, то есть они не боятся с нами играть в этот размен, а, в общем-то, когда идет размен, то тут может выиграть любой. И мы, и они, и были моменты, ну, равный футбол, реально, правда. Абсолютно тут не о чем говорить. Из наших проблем, понятно, у нас все-таки Тиаго Силва, он слабовато играет в таких матчах.
Хотя вот смотришь, я вот смотрю на этот состав, скажу честно, очень-очень отличная передача от... Ай-яй-яй, Эдуард, ну там был офсайд. Отличная передача от Гендузи. Парень, конечно, талантливый, работоспособный, решительность упала. Печально. Почему? Гол! Гол! Вот он, те самые... Блядь, неужели... Вы видели, кто забивает свои ворота? Шкадран Мустафи. Тот самый, которого я сбагрил и так радовался, потому что Ангуэн на самом деле выиграл вверх. Нельсон навесил тот самый стандарт, про который я вам говорил, что работает вот на дальнюю игрока навесы. И да, там потом после Ангуэн крутой, я об этом уже тоже говорил, доволен. Покупка за 20 миллионов, тогда таких команду собрать можно рвать. Эдуард, покажи ребятам класс, но нет. На самом деле Эдуард решает такие моменты регулярно. Качественный тоже футболист. Я уже... Так, ну тут что-то уже желтых нахватали столько. И боюсь я в принципе, но, наверное, попробуем Роба Холдинга выпустить на концовочку. Эдуард запорол, конечно, моментов, мама не горюй. И Мартинелли. Может быть, получится еще Мартинелли фланг немножко порвать. Мартинелли играет лучше, чем у него скиллы, так же, как тот же Гендузи. То есть, это те игроки, которые четко видно и понимаешь, что там некий потенциал заложен. И они за счет этого регулярно там выдают какой-то перформанс, да, на поле. Прессингуем наверху, но выходит из-под прессинга Wolves. Не каждая команда справляется с нашим вот этим верхним прессингом. И нет-нет, да и топовые команды, как МЮ, бывало падали громко, да, там, как говорится, чем громче шкаф, чем больше шкаф, тем громче падает. Так вот, такое уже было. Сибальяс. Прекрасная передача. Эдуард бежал до последнего, не сдался. Ну, хотелось, конечно, прострела. Наверное, это он и был. Это был, наверное, не удар все же по воротам. Скажем честно, после того, как я понакручивал, поперекручивал мои все стандарты, да, результат стал лучше. Регулярно мы что-то забиваем. Ну и, конечно, сейчас есть кому и забивать. Там тот же Нгуэн, который выпрыгивал... Нгуэн? Я, может, забыл уже сам, как моего футболиста зовут. То есть, ну, есть кому сейчас выиграть. Я понял, что у меня было очень плохо в первую часть сезона. Я вообще забивал иногда на вот эту часть стандартов. И когда я начал колупать и смотреть, на каких позициях и где у меня находятся игроки, я понял, что часто у меня навесы идут на какого-нибудь маленького игрока, невысокого, да. Тогда как сзади иногда оставалось 2 игрока, а не 3. Ну, потому что все-таки 2 это очень мало, и контратаки регулярно мы получали после стандартов. Ну что ж, 2-0, на самом деле победа над Вулверхэмптоном, боже ты мой, которому отдаю должное, снимаю шляпу. Да, мы не первым составом играли, но все же состав у нас очень приличный. Мы играли дома, Вулфс бился как волки, правда. Круто, молодцы. Я похвалю, чтобы вам не говорил мой помощник тренера, который, ну, как-то не попадает он с разговорами. Я опять же понял, что, наверное, и все-таки более правильно и лучше самому разговаривать. Даже если ошибаешься, то хотя бы понимаешь почему. Потому что как-то, когда я начал сам разговаривать с игроками, вроде бы как... Ну, мне кажется, что лучше начался, результаты лучше стали. Ну что ж, друзья, на этом буду прощаться. Сегодня вот такой длинный, разговорчивый, разговаривальный ролик. Надеюсь, вам тоже было интересно посмотреть немножко не на Динамо. Вернемся мы, конечно, и к Динамо. Все будет интересно и показано. Наверное, свою тактику я нашел и уже поднастроил достаточно, чтобы возвращаться и биться за победу в чемпионате. По поводу Арсенала пишите, интересно ли вам еще что-то показать, как закончится сезон, как закончатся Еврокубки и прочее. Мне интересно играть за Арсенал, честно, это хороший вызов, это интересно. Ну, вообще, АПЛ очень сложно играть, признаюсь. Это топ-чемпионат из-за того, что тут любой может дать тебе бой такой, что мало не покажется. Здесь стать гегемоном, мне кажется, вообще нереально. То есть можно, да, выиграть чемпионат и раз, и два, но вот быть гегемоном это очень сложно. Таким, который там 10 лет подряд чемпионаты берет. Вот, поэтому, друзья, ну, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь и до новых встреч. Всем пока-пока.